Всем привет на моем канале. Очередной пациент поступил. Здесь у нас такая вот интересная проблема. Сейчас я его подключу, и при подключении иногда он включается нормально. Сейчас посмотрим. Иногда зависает на надписи boot. Вот сейчас он включился нормально. Иногда включается, работает минут 5, потом здесь тускло, вот смотрите. Все, вот он так вот начал загружаться, и в принципе после этого начал мигать еле-еле тускло дисплей на самом ресивере, и он дальше не загружается. 2.75 это прошивка его. То есть он иногда загружается, работает, потом вот будет 0.0.1 канал, например, и будет тоже тускло. Если по нему постучать, иногда он перезагружается, иногда, смотрите, ярче стал дисплей. Во, пошла перезагрузка опять. Иногда он может включиться и работать отлично, без всяких проблем, и очень долго работать. Вот теперь он загрузился, да, по идее. Это что у нас? 12.28. Вот. То есть он где-то что-то в нем нет. Вот смотрите, перезагрузился снова, еще тусклее стал дисплей. Ну, в общем, ясно, да, что он может иногда включиться, работать, иногда может вот так вот погаснуть, иногда может вообще не загружаться. Давайте разберем, посмотрим, но я так примерно уже догадываюсь, что там, потому что до этого он уже был в ремонте, со слов владельца, и я даже догадываюсь, что там может быть. Сейчас разберем и убедимся в этом, и посмотрим, на самом деле ли это так. Кстати, ссылочки на данный ресивер есть в описании, где его можно купить на розетке. Также в описании есть ссылочки на Android Smart TV боксы и различную технику. А в конце ролика будет ссылка на обзор данного ресивера и на его прошивку. Давайте, в общем, разбирать его и смотреть, что там внутри. Визуально все целое, но проверим сейчас другую часть платы. И я предполагаю то, что здесь при пайке просто плохо прогрели контакты, и при вот такой вот вибрации он просто просаживает напряжение из-за того, что какой-то из кондеров плохо припаян. Давайте посмотрим, так ли это. Рассматривать будем вот эту часть. И для этого нам необходимо будет вот таким вот образом, болтая конденсаторы, в частности тот, который менялся, смотрим на ножки. Вот, смотрите, вот вам и проблема сразу же. Видим вот такую вот историю, да? Я думаю, всем видно то, что ножка, контакт точнее, не пропаян. То есть он контачит, тюнер запускается, где-то плохой контакт, сопротивление большое, все, он виснет и не работает. Короче, сейчас прогреем просто этот контакт, прогреем остальные здесь. Вот это все тоже менялось, по идее. Вот, и я думаю, что все будет окей, все будет работать. Нужно хорошенечко прогревать контакты. Прогреем остальные. Здесь я тоже смотрю. Следы пайки присутствуют. Бывает и такое. Все, теперь будем проверять. Подброшу пока блок питания, как я обычно это делаю, в воздухе, так сказать. Все болтики надо вытрусить отсюда. И вот так вот включаем. И вот он загружается.
И вот он, списочек каналов. Все окей. Нужно взять пульт, прощелкать, посмотреть. Ну, я думаю, что проблем никаких не будет. Вот такой вот ремонт. Так тоже бывает. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, смотрим ссылочки в описании к ролику. Пока.